Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Сегодня я вам предлагаю расклад, который называется «Что принесет и что заберет полнолуние?». На столе у меня 4 стихии. Это огонь, земля, вода и воздух. Каждая стихия – это 3 знака зодиака. Огонь – это Овен, Лев, Стрелец. Земля – это Телец, Дева и Козерог. Вода – это Рыбы, Рак и Скорпион. Ну и воздух – Водолей, Близнецы и Весы. И для каждого знака зодиака мы посмотрим, как обстоят дела. Что подарит это полнолуние каждому знаку зодиака и представителям стихии в целом. Ну что ж, давайте начнем расклад. Стихия огонь. Что принесет эта стихия своим представителям? Овну, Льву и Стрельцу. Нам выпадает руна Эвас. А это значит, что впереди у вас дорога. Вы будете стремительно, преодолевая любые препятствия, идти вперед к достижению цели, которую перед собой поставили. У вас обязательно все получится. Для вас полнолуние дает только удачу и успех. Причем вот те цели, которые вы поставите перед собой, они принесут долгожданные результаты. И впереди у вас благоприятные перемены. О чем нам говорит карта для знака Овен? Что же она несет? Овны, несмотря на свою удачу, будут немножко в таком, скажем так, подвешенном состоянии. Они будут чувствовать себя в какой-то мере жертвой. Возможно, они попадут в какую-то непредвиденную для себя ситуацию, которая их подвесит и создаст для них условия, которые будут не очень быстро развиваться, как бы им бы хотелось. А что же это за ситуация? Эта ситуация связана с каким-то праздником. Может быть, вы очень активно проведете праздничные дни, которые у нас сейчас происходят, и эти праздничные дни выбьют вас из колеи. Но это ненадолго. Скорее всего, после праздника вы начнете быстрыми темпами двигаться вперед к достижению своих целей. Что же нам несет для львов полнолуние, приносит? Смотрите, это осуществление вашей мечты. Однозначно, все, чего вы хотите, обязательно сбудется. Поэтому важно приложить усилия, максимум усилий для достижения вашей мечты. Не надо сидеть сложа руки, надо двигаться вперед к достижению того, чего вы хотите. И смотрите, у вас все получится. Вы выйдете победителем, как этот молодой человек, который восседает на лошади. Что принесет полнолуние стрельцам? Стрельцы почувствуют, что все, что было сзади, когда-то давным-давным-давно, вчера, позавчера, а может быть год и более тому назад, то нужно это отпустить. Отпустить и начать что-то новое. То старое – это замечательно, это опыт, это знание, это все тому, что я умею и тому, чему я научился. Но это было. Надо взять самое лучшее и уйти в новое. Может быть, не все будет получаться, как бы хотелось в достижении ваших целей. И где-то вы почувствуете грусть и печаль, но тем не менее вас поставят перед выбором. И, возможно, этот выбор у вас будет очень успешным. Поэтому, когда вам предстоит определиться,
куда двигаться вперед, прислушайтесь к своему сердцу и к своей интуиции. Что же отпустить в полнолуние предстоит огненным знаком? Давайте посмотрим. Овну вам нужно будет не торопиться куда-то с дорогой, то есть отпустить какую-то дорогу. Вот вы планировали отправиться, может быть, в путешествие, может быть, по каким-то делам. Вот это путешествие отложите, может быть, через месяц, может быть, на полгода. Сейчас вам это не нужно. Это не принесет вам успеха. Поэтому все, что связано с дорогой, надо ненадолго оставить в этом месяце. Об этом говорит нам полнолуние. Почему оставить? Потому что иначе у вас что-то не сложится, что-то не получится. Вы не сможете сделать и осуществить свои дела успешно. Да, возможно, у вас произойдут какие-то потрясения, что-то разрушится. То, что вы надеялись, оно не сложится. Поэтому забудьте ненадолго о своем путешествии и осуществите его в другое время. Что же нужно отпустить в полнолуние львам? Я так думаю, что вы когда-то что-то очень сильно хотели и испытывали такое огромное желание. Вот я бы хотел сделать что-то необычное. Вот это желание сейчас Луна нам говорит, важно отпустить. То есть не вспоминайте, пожалуйста. Не вспоминайте. Возможно, это общение с каким-то человеком, с какой-то женщиной. Причем, возможно, это общение с каким-то человеком, который обладает, ну, скажем так, большими возможностями. Вот сегодня, сейчас, именно в этом месяце, вам, наверное, встречаться не стоит с этими людьми, потому что у вас не хватит сил и энергии, чтобы все взаимодействия закончились успешно. Поэтому желание заключить те или иные контракты, договоры с определенными людьми и коммуникации различные пока нужно оставить в стороне. Что же рекомендует Луна оставить, отпустить стрельцам? Это какой-то выбор. Это какой-то выбор, к которому вы очень долго шли, вот так бы я сказала, который вы очень долго планировали. Вот сейчас наступает время, когда вы останавливаетесь и еще раз подумайте, правильно ли я делаю этот выбор. Подключите все свои знания, всю свою мудрость, а может быть даже посоветуйтесь с людьми, которые вам могут помочь в данной ситуации. Потому что для вас неправильно сделанный выбор сейчас может оказаться достаточно роковым шагом, так как это очень серьезный выбор. И если вы сделаете его верно, то, возможно, у вас спадет куча проблем. Но вы сегодня еще не уверены на 100%, правильно ли вы делаете выбор. Поэтому повремените немножко, отпустите эту ситуацию. Пусть ваш выбор случится чуть-чуть позже. Общий совет для стихии огня. Ты здесь и сейчас. Будь источником счастья. Все самое лучшее случается неожиданно. Стремись к лучшему. Всегда иди туда, где тебе страшно. И делай то, что ты боишься сделать. Прежде чем начать говорить, убедись, что тебя кто-то слушает. Ведь жизнь, она учит лучше всяких книг. Вот такие общие советы для стихии огня. Как всегда, вся информация под роликом в описании.
Рада с вами встретиться на личных раскладах. Всего вам хорошего. Пусть полнолуние принесет вам только успех и удачу. Итак, что же нам даст полнолуние или заберет для знаков Земли, для стихии Земли, а именно для Тельца, Девы и Козерога? Руна Турисас нам говорит о том, что в этом месяце, в этом полнолунии вы не сможете самостоятельно решить проблему, которая у вас сложилась на данном этапе. Решение этой проблемы еще впереди. Значит, есть какие-то моменты, которые вы не доработали. Вам нужно обязательно посмотреть внимательно на всю ситуацию и понять, почему же эта проблема сегодня для вас нерешаема. Что же подарит полнолуние каждому знаку? Итак, Телец. Тельцы в это полнолуние, возможно, встретятся с интересным человеком. Это будет женщина. Я бы сказала, очень умная женщина, талантливая женщина, которая прекрасно понимает, что происходит. Может быть, вот как раз и общение с этой женщиной позволит вам преодолеть те проблемы, которые на данном этапе у вас не решаются. Эта женщина связана с вашей работой. Проконсультируйтесь с ней о том, как поступить и как разрешить эту проблему. Эта женщина, она кладезь знаний, ума, интуиции. Она поможет вам справиться на 100% в сложившейся ситуации. И в это полнолуние постарайтесь не делиться своими ресурсами, своей энергией, да. Вот оно вам говорит о том, что сохраните все внутри, да, сейчас не время разбазаривать. Оно вам дает период осознания и понимания, что же происходит. Поэтому сосредоточьтесь на преодолении тех проблем, с которыми вы на сегодняшний день столкнетесь. Итак, Дева. Что же нам подарит полнолуние для Дев? А вот я думаю, что у Дев будет такой очень сложный период, когда они не смогут управлять собой. Возможно, это будет такой очень мощный эмоциональный выплеск. Возможно, они не будут чувствовать себя уверенными. Вот да, к сожалению, это так. То есть вы будете находиться в каком-то состоянии, когда вы чувствуете, что нет управления ситуацией. Почему же так происходит? Ну, потому что вы закончили что-то в своей жизни и выходите на совершенно новый уровень своего развития и на новый этап жизненный. И, конечно же, когда мы что-то завершаем и начинается что-то новое, это становится для нас, ну, таким, скажем, испытанием. Поэтому, может быть, и сложно вам будет решать те или иные проблемы, потому что действительно вы почувствуете себя в новых состояниях. Но карты говорят о том, что вы преодолеете этот период. Удача на вашей стороне, и все у вас получится. И то, во что вы в новое будете входить, это ваш шанс к вашему материальному развитию, к вашей материальной стабильности. Это вообще шанс, одна из лучших карт туз пентаклей выпадает вам. То есть, несмотря на все сложности, вы выйдете с большим пентаклем. Итак, что же несет полнолуние Козерогам? А вот для Козерогов желательно бы много не говорить и много бы не разговаривать. Может быть, не разговаривать с коллегами, может быть, лишний раз не общаться с близкими. Для вас сейчас период молчания. Молчание, наверное, для того, чтобы тоже понять что-то, что происходит в моей жизненной ситуации. Ведь руна
Туризаз не зря нам говорит о том, что вам сложно сейчас решать те или иные проблемы. Сейчас не время. Поэтому, может быть, стоит и лишний раз не говорить, а поразмыслить над тем, что же происходит. То есть что-то в вашей жизни перевернулось с ног на голову, что-то очень серьезно разрушилось. И для вас это на сегодняшний день достаточно серьезная проблема. Вам даже говорить об этом достаточно сложно. Но вы должны понимать, что вы в силах изменить эту ситуацию. Вы человек, который знает, что делает. Человек, который понимает и умеет планировать свою деятельность. Поэтому не бойтесь предпринимать те или иные действия, и вы в конце концов получите удовлетворение от проделанной работы. Поэтому не зря древние говорили, лишний раз не болтай, а то не сбудется. Да? Вот именно сейчас такой период для вас в это полнолуние. Молчание громче крика, да? Вот это действительно очень важный аспект. Иногда стоит помолчать. Что же нужно отпустить в полнолуние для тельцов? Наверное, не стремиться куда-то поехать, не отправиться в какое-то путешествие, что-то кардинально поменять в своей жизни. Вот, наверное, сейчас стоит сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Да? Вот пока не планируйте какие-то активные передвижения. Поездки, например, какое-то путешествие там за границу, например, или в какие-то далекие края. Вот сейчас как раз не то время, чтобы отправиться туда. У вас будет переход, только может быть немножечко в другой период. Поэтому впереди еще этот переход, и вы его осуществите. А сейчас нужно остановиться и как бы замереть в своих пределах, да? Не перемещайтесь никуда. Понаблюдайте со стороны на то, что происходит. И у вас появится ощущение новых желаний, новых движений. Ну, то есть впереди что-то совершенно новое и необычное. Для дев. Что же полнолуние рекомендует отпустить девам? Какую-то большую ношу. Ну, как всегда, девы у нас очень трудолюбивый знак, которые могут брать на себя очень большую ответственность. Поэтому карты говорят, не берите на себя все. Слишком много вы на себя взяли. Слишком большая ответственность. Вот вам нужно это отпустить. Хотя бы немного, хотя бы 50%. Но стоит того. Потому что эта большая ноша не позволит вам решить ваши проблемы. В первую очередь, потому что у вас сегодня не хватает достаточной энергии. И, может быть, сейчас стоит наполниться эмоциями в первую очередь. Отдохнуть. Наверное, вот это очень важно сейчас для вас. Ну и, пожалуйста, об этом подумайте серьезно. Потому что если вы не осознаете эти моменты, то впереди вас ждет достаточно сложные испытания. Возможно, вы заболеете. Возможно, будут какие-то трудности у вас возникать. Поэтому отдохните, снимите с себя эту ношу. Что несет нам полнолуние для Козерога? А именно, что нужно отпустить? Вы очень много размышляете, думаете, мечтаете. Вам хочется сделать одно, второе, третье, четвертое. Вот сейчас как раз вот это нужно отпустить. То есть какие-то излишние моменты фантазий и внутренних размышлений надо отпустить. Сейчас не время. Сейчас, может быть, стоит заняться реальной деятельностью, реальной какой-то интересной работой, может быть, проектом. У вас на сегодняшний день есть варианты, чем заняться. У вас есть контакты и взаимодействие с людьми. То есть вот это вот сейчас для вас важнее. И смотрите, снова эта же карта, да, переверните свои фантазии, иллюзии, они сейчас вам мешают и не дают успешно заниматься какой-либо деятельностью с людьми и успешно делать выбор. Поэтому рекомендации, займитесь серьезными делами и достаточно реалистично смотрите на мир. Какой же совет нам дает Вселенная для стихии Земли, для людей, которые относятся к ней?
Говори то, что чувствуешь, делай то, что думаешь. Где есть любви хотя бы капля, там есть терпение океан. Мечты сбываются. Скажи спасибо тому, что осталось за спиной. Входя дважды в одну и ту же воду, не забывай о том, что заставило тебя выйти оттуда первый раз. Поэтому карты нам говорят о том, что вы обязательно преодолеете сложные проблемные ситуации, которые сегодня стоят перед вами. А я, как всегда, приглашаю вас на индивидуальные консультации. Вся информация под видео. Желаю вам всего хорошего в это полнолуние. Пусть сбываются все ваши мечты. До новых встреч! А я приветствую следующую стихию, представителей стихии воды. Это рыбы, раки и скорпионы. Что же нам говорят карты в это полнолуние? Ну и основная карта, которая отвечает у нас за всю стихию, она нам показывает то, что у вас наступил период в это полнолуние познать или открыть для себя какую-то тайну. Сейчас у вас момент избавиться от лишнего, что-то внутри переосмыслить. И сегодня вы что-то задумали. То есть у вас появилась какая-то мысль в голове, которая, возможно, в дальнейшем приведет к реализации каких-то целей и идей. Вот такая интересная карта, да, открывает вашу тайну. Познание тайны. А может быть, у вас откроется третий глаз. Такое тоже возможно. И вы вдруг на мир посмотрите совершенно по-другому. И это здорово. Вы, возможно, откроете себя, а может быть, и откроете мир для себя. Что же принесет это полнолуние рыбам? А вот у рыб все как на часах. Стрелки бегут, и ваша жизнь развивается удачно. То есть это период, когда все получится. Вы обязательно раскроете эти тайны Вселенной и справитесь с любыми препятствиями и с любыми сложностями. Вам благоволит. Но знайте, что сегодня, возможно, вам нужно вглубь себя в первую очередь окунуться и понять, что со мной происходит. Постарайтесь ограничить какие-либо контакты, ну или будьте осторожны. Возможно, эти контакты будут не очень для вас хорошими и позитивными. А может быть, у вас не получится эти контакты завязать. Поэтому сейчас полнолуние, да, полная луна нам говорит о том, что, может быть, будут неудачные взаимодействия. Но я думаю, что в первую очередь в сфере любви. Поэтому не торопитесь эти отношения развивать. Да, карта подтверждает нам, что, возможно, это будут предложения каких-то легких взаимодействий, несерьезных. Подумайте, нужно ли вам это, стоит ли уходить в легкий флирт. Ведь впереди у вас полнолуние принесет вам замечательного человека, который, возможно, будет вашей второй половинкой. Поэтому не соблазняйтесь на какие-то незначительные отношения. Подождите свою любовь. Вот что принесет вам полнолуние, мои дорогие рыбки. Раком. Что же у раков? Угу. А вот у раков полнолуние заберет чувства, эмоции, возможно, любовь. Эта любовь еще, возможно, только-только зародилась. Она еще не развивается в полном объеме. Она еще только-только на начале. Но вот полнолуние почему-то принесет какую-то печаль в эти отношения. Как-то они будут складываться не так, как вам бы хотелось.
будет очень медленно, то есть не будет активных действий, активных вложений. Это все на уровне разговоров. Может быть, вот это будет вас огорчать. Да, вам бы хотелось, чтобы было более активное эмоциональное взаимодействие, но оно, к сожалению, не получается. Вы очень хотите, чтобы эти чувства развивались. Мечтаете, но пока движения нет в этом направлении. Наверное, не пришло еще время. Сейчас время познать тайну, познать себя, разобраться в себе и переосмыслить какие-то внутренние тайны самого себя. Что же принесет полнолуние Скорпионам? Посмотрим. Вот скорпионы, я думаю, что потерю человека, который вас наполнял. Это полнолуние, это немножко грустно, да, немножечко для водных знаков сегодня, для двух идет. Но тем не менее, наверное, любая сложная ситуация, она не просто так нам дается. Так вот, для скорпионов это полнолуние принесет потерю человека, который вас наполнял. Может быть, его уход. И вы будете смотреть так осторожно на все то, что с вами происходит. Вам будет достаточно сложно. Вы почувствуете, что вас обесценили, что вы не можете быть любимой женщиной, женой, женщиной, которая любит и которая любима. И вы почувствуете себя такой, как бы перевернутой. Вам будет очень тяжело, сложно. Но задумайтесь, почему так произошло? Почему эта ситуация со мной произошла? С чем это связано? Может, мне стоит освободиться от лишнего для познания чего-то другого? Поразмышляйте. Я уверена на 100%, что вы найдете выход. Нам карта императрицы об этом говорит. Найдите свою личную гармонию. И когда вы станете гармоничным, то у вас обязательно в жизни все поменяется. И будет именно так, как вы хотите. Ну что же забирает у водных знаков это полнолуние? Итак, у рыб. Угу. Ну, немножечко вы будете разбалансированно себя чувствовать. Вот эта разбалансировка забирает это полнолуние. То есть, когда вы не уверены в чем-то, когда вы не можете сделать правильный выбор, внутренне себя чувствуете не очень хорошо. Вот как раз полнолуние вот это у вас забирает. То есть вы обретете, наоборот, будете чувствовать себя гармонично, спокойно, уверенно. Вам будет хорошо. Что еще забирает? Ну, забирает ваши сомнения, то есть как поступить, что сделать. Вот это тоже в это полнолуние от вас уйдет. Может быть, излишние эмоции уйдут, да, и вы, может быть, более осознанно будете смотреть на те или иные вещи, которые с вами происходят. Ну и грусть уйдет, тоже здорово. То есть, может быть, вот как раз вы сбалансируетесь, и излишние, ненужные какие-то эмоциональные всплески, они уравновесятся, скажем так, трезвой оценкой сложившейся ситуации. Такой вот интересный момент. Что же нам нужно отпустить или что забирает у нас полнолуние у раков? А вот раки начнут размышлять. То есть вот это вот отсутствие мыслей каких-то, спутанность мыслей,
когда я вообще ничего не понимаю, в голове у меня бардак, вот полнолуние это у вас заберет. То есть у вас появится какое-то понимание того, что со мной происходит, что, может быть, я делаю что-то не так, что что-то сложно, да, в моей жизни, и какие-то поступки, может быть, я неправильные. Вот это вот забирает вот эту полную сумятицу в голове. Да, забирает у вас, а как мне поступить, а как я буду действовать. Вот забирает вот этот какие-то лишние варианты, они сами по себе от вас отпадают. То есть вы наконец-то придете к пониманию. Забирает отсутствие денег, то есть у вас появятся деньги, возможно, новая работа, возможно, какие-то интересные новые финансовые проекты, когда вы заработаете хорошие денежки. Вот. Может быть, вам придется много работать. Может быть, вот это полнолуние у вас еще заберет возможность отдыха. Вот этого вот, когда вы чувствуете, что вот наконец-то я заработал, можно отдохнуть. Вот это полнолуние, наверное, скажет: нет, давай-ка, дорогой мой, дорогая моя, поработаем, еще все впереди. Ну вот так или иначе. Полнолуние вам дает вот такую возможность, дает такие возможности. Ну что ж, скорпионы, что же заберет у вас полнолуние? Ага. Ну, как я уже и говорила, заберет у вас короля, да? То есть вот это вот так пересекается очень интересно, да? С одной стороны, вроде бы дает осознание, да, вот в этой ситуации, что у меня человек ушел и не будет со мной взаимодействовать, а, а с другой стороны, он забирает этого человека, да, то есть вы почувствуете, что я вроде бы что-то и приобрела в этом во всем, но на самом деле, наверное, будет все-таки тяжело. Тяжело, потому что этот человек от вас уйдет. Заберет у вас вот эту радость, что у меня все хорошо и все замечательно. Но и в то же время заберет какую-то вот такую ношу, когда вам тяжело. То есть, может быть, вы вдруг почувствуете, да, что наконец-то, ну, это произошло. И вот опять же, жезловый король в третий раз уже, и все равно его забирают. То есть вот какой-то мужчина от вас уйдет. Но, еще раз хочу сказать, чтобы понять что-то, чтобы познать какую-то тайну, чтобы раскрыть себя, может быть, избавиться от этого лишнего груза, от этой ноши, которая много-много времени вас тяготила. А что придет? А вот закончится все это тяжелый период, завершится вот эти вот сложности, и обязательно наступает что-то новое. Новое, когда вы почувствуете себя легко, одухотворенно, и вы начнете новую жизнь. Возможно, вы отправитесь в путешествие, возможно, все это вы переосознаете вот в этом путешествии. Возможно. Ну что ж нам советует Вселенная? Быть щедрым значит давать больше, чем можешь. Быть гордым значит брать меньше, чем нужно. Ищи своего человека, а не половинку. Фокус в том, что вы сразу друг друга узнаете. Принцип око за око оставит весь мир слепым. Настоящая любовь не та, что выдерживает долгие годы разлуки, а та, что выдерживает долгие годы близости. Одиночество также необходимо разуму, как воздержание в еде телу. И точно так же гибельно, если оно слишком долго. Неважно, будешь ли ты лучше кого-то, важно, будешь ли ты лучше, чем вчера. Вот такие советы. Только дураки идут все время вперед, умные идут туда, куда им надо. Вот такие советы были от Луны сегодня для водных знаков. В очередной раз я вас приглашаю на личные консультации. Вся информация под видео. Я желаю вам, чтобы вы нашли себя в этом замечательном мире, познакомились с собой и увидели мир совершенно в другом ракурсе. До новых встреч. Всего вам хорошего. А мы продолжаем. Сейчас мы посмотрим, что же принесет полнолуние для воздушной стихии.
для Водолея, Близнецов и Весов. Посмотрим, что в целом принесет это полнолуние. Руна Геба нам говорит о том, что в каком бы положении она ни была, что это впереди у вас, это момент сотрудничества, взаимодействий, любви. Может быть, это, если работа, то это хорошего партнерства, хороших договоров, сделок. То есть, в общем-то, во всех сферах вас ждет согласие и договоренности. Что же ждет Водолея? Что же принесет это полнолуние для Водолея? Ну, я бы сказала, что это полнолуние вам принесет какие-то новые эмоции и чувства, но вы почему-то не захотите откликнуться на эти эмоции и чувства. Возможно, это новые знакомые, возможно, это новая любовь, но вы как-то очень так к ней отнесетесь. Ну, зачем это мне нужно? Я, в общем-то, могу и без чувств хорошо себя ощущать. Ну, так немножечко грустное у вас такое состояние, но это не то, что я хочу, это не та мечта, к которой я стремлюсь. Вот я мечтаю о чем-то совсем другом. То есть вы будете находиться в каком-то ожидании, да, вот это свершение моей мечты, свершение того, что еще у меня когда-то впереди. То есть вы не захотите посмотреть на то, что сейчас рядом с вами. Но тем не менее, полнолуние вам принесет эти взаимодействия, эти отношения. Но вы их перевернете, не захотите. Почувствуйте себя, в общем-то, такой разбитой, обессиленной. И даже вам взгрустнется. Ну, так вот. А может быть, стоит посмотреть на эти отношения совсем по-другому. Да, но вы не захотите их. Разорвете, кардинально разорвете. Вот так вот. Что же принесет близнецам? А близнецам это полнолуние принесет радость. Радость встреч, радость общения с другими людьми. Возможно, хорошо проведете время, отдохнете, посидите в кафе, сходите в ресторан, просто погуляйте с людьми, с которыми вам приятно общаться. И вам будет просто замечательно и хорошо. Вот такое замечательное предсказание для вас, да? Вы, скажем так, расслабитесь по полной. И сердечко у вас даже болеть по этому поводу не будет. Чувствовать будете себя вообще крайне замечательно в этой ситуации. Но помните, что после больших праздников может быть потом немножко болеть голова. Поэтому вот не рекомендую сильно углубляться в эти состояния, чтобы впоследствии чувствовать себя не очень хорошо. Но так или иначе, праздник есть праздник, никуда от этого не денешься, это здорово. Что же принесет весам? Вот весы здесь очень тоже интересно. Отсутствие какого-то мудрого решения, я бы так, наверное, сказала. То есть где-то поступите опрометчиво, возможно, не почувствуете, как правильно. А может быть, мимо вас пройдут интересные люди, с которыми вы не захотите общаться и много потеряете. Я думаю, что будет какой-то конфликт, в котором вы не сможете принять мудрого решения. Вот. А конфликт связан с финансами, с какими-то материальными вопросами. Вы не захотите поделиться с денежкой, не захотите потратить, но и не захотите попасть вот в эти ограничения финансовые, которые, по вашему мнению, сейчас вам совершенно не нужны. То есть вот внимательно прислушайтесь к этой ситуации, помните, что вам нужно будет принять какое-то очень серьезное решение по поводу финансов, и оно может быть не очень правильным, поэтому, может быть, стоит посоветоваться, а не конфликтовать и не эмоционировать, и не закрываться от сложившейся ситуации, а наоборот идти навстречу и пытаться разговаривать. То есть тут вот принесет какие-то сложные конфликты и принятие каких-то сложных решений, да, для весов. Что же забирает полнолуние у водолеев? Забирает выбор. То есть вам не нужно будет выбирать. Все само собой сложится.
у вас все будет хорошо. То есть вы ничего делать не будете, чувствовать себя спокойно, не надо будет ничего отстаивать, никакие трудности вас не посетят, никакие сложности, в том числе финансовые и новых порядка. То есть само все сложится. Вот как раз полнолуние заберет этот выбор, даст вам возможность, что ситуация разрешится в вашу пользу. Что же забирает у близнецов полнолуние? Что от вас уходит? Ага. Здесь можно сказать, что, возможно, это человек, который вас воодушевлял, который вам подсказывал, который вас поддерживал, от вас может уйти. Или, может быть, какая-то очень такая энергия, которая вас вдохновляла на какие-то серьезные действия, движения вперед. Вот на данном этапе это от вас уйдет. Уйдет, и вы почувствуете, что у вас не хватает вот этих сил и энергии. Да, вам будет печально, грустно, что-то вас вот прямо будет не радовать. Это в первую очередь связано с работой. То есть что-то там произойдет. Да, там будет какое-то очень серьезное решение, да, а может быть очень жесткое даже решение со стороны какого-то человека. И вот вы почувствуете вот эту потерю этой энергии. Поэтому на работе будьте осторожны, не вступайте в какие-то сложные ситуации на работе. Сейчас не время. Но так или иначе, карты нам говорят о том, что вам будет нелегко на работе. Ну и весы, что же уходит? Что же у нас уходит? Ну, какая-то легкость, я бы сказала. Какая-то гармония, легкость, удовлетворение. То есть вот какой-то взаимообмен. Вот, может быть, энергиями взаимообмен. А может быть, общение с какими-то людьми. То есть вот что-то такое воодушевляющее вот на данном этапе от вас уйдет. Уйдет, и это связано с человеком, который вас наполняет. То есть, возможно, этот человечек на данном этапе, может быть, не захочет с вами общаться. Да, он, в общем-то, откажется от чувств, и в большей степени, наверное, откажется от чувств. Но как-то странно, противоречиво карты ложатся. Но эмоции в ваш адрес он будет все равно проявлять. То есть, может быть, вы ждали более глубоких взаимодействий от этого человека, более перспективных взаимодействий, которые бы привели к серьезным отношениям. Но эти отношения останутся пока на таком, ну, незаконченном уровне, то есть до конца не реализуются так, как бы вам хотелось. Такое будет очень серьезное решение. И вот это от вас уходит. Вот эта вот легкость и одухотворенность. Вот так вот Луна что-то забирает. Но вы почувствуете, что вам не тяжело. Может быть, это старая любовь, которая вас очень долго тяготила. И сейчас она ушла и наконец-то перестанет вас тревожить и мучить. И оставит только вот этот легкий след, ощущение, то, что было хорошее. Да, семья не получилась, да, отношения не переросли, но я буду двигаться дальше, впереди у меня новые победы. Совет от Вселенной. Берегись того, кто не ответил на твой удар. Людям кажется, что они хотят истины, но узнав правду, они хотят о ней забыть. Не бойся не знать, бойся не учиться. Суха теория, мой друг, но зеленеет древо жизни. Лучше не исправляй свои цели, а исправляй неверные действия. Чтобы сильно не разочаровываться, не надо сильно очаровываться. Говорит нам Вселенная, мир таков, каким его видишь ты. Я желаю вам любви, терпения, понимания. Пусть у вас все сложится. Как всегда, приглашаю на индивидуальные консультации. Вся информация под видео. Только хорошего.
в это полнолуние я вам желаю. До новых встреч!